Всем привет! С вами L17 и канал GameBunker. Сегодня продолжение игры про поезда. Это Tyrell Valley. Закончил я на том, что разбил локомотив. И в общем-то, я реабилитировался, вылез из долгов и купил себе пару новых лицензий. Получается, вот у меня вот так все. Сейчас я покажу, на чем мы поедем. Это я так подготавливаюсь к следующей съемке. Пока что. Вон я состав загонял. Где он? Короче, не пойму, где-то там, короче, состав стоял, который я загонял. И поедем мы на вот этом голубом красавце сегодня. У него вроде как механическая коробка передач есть. Лазим. Да, он попроще чуть будет. Сейчас отпускаю тормоз. А нет, стоп. Он может, если у него механическая коробка, он может вперед покатиться. А что видно вообще? Так, вот это... То... Во! Освещение в кабине сразу. Вот он, запуск. И... Так. Тифон. Да, понятно. Локомотивный тормоз. Так, реверс вперед назад. Сразу выйду, переведу круг. В общем. Я уже вот на выезде. Сейчас покажу, как им пользоваться, короче. Надо сразу отпустить тормоз. Так, по идее, когда внизу до упора все, это типа первое. Левый рычаг пониженная, правый рычаг повышенная. Получается, когда идем на гору с вагонами груженными, используем для разгона пониженную, потом подключаем повышенную постепенно. Вот так. Вот я сейчас неправильно переключил, потерял в скорости. И еще надо следить за оборотами двигателя, чтобы они не выходили в красную зону. Потому что может бахнуть. Так, понятно. Сейчас. Я не то нажал. Так, чуть-чуть. Вот я разогнался. Да, инерция у него никакой. Так, это мне получается, я неправильно вышел с круга, это мне сейчас надо будет хвостом вперед ехать. А, в принципе, я на треугольнике развернусь же там. Да, я все-таки прав. Вот это пониженное, вот он медленнее едет. То повышенное. Так, сразу проеду сюда чуть-чуть. Так, и стрелку надо перевести. Да, оп. Все. Торможу. Назад. И теперь по прямой. В общем-то. Фу, проехал я куда хотел. И, в общем, сегодня на обзоре вот такой паровоз из прошлого века. Большой.
И я его, получается, сначала не смог запустить. У меня что-то не было тормозов. Так, а что это? А, это просто ящик. Показываю сейчас, как запустить. Потому что для меня это новинка была. У него вот тут впереди, короче, вот это, что-то из этого компрессора. Вот, воздушный компрессор. Включаем. Вот он пошел качать. И вот тут наверху теперь, вот он, генератор. Сейчас покажу. Вот, генератор, на нем написано. Все, вот, он работает. И только после этого можно переходить в кабину. И еще смазыватель где-то должен быть. Вот он, смазыватель. Все. Так, теперь я залазю. Сразу можно включить прожектор. Так, вроде нормально там все. Так, теперь надо растопить топку. Открываем заслонку. И обязательно надо лопата и зажигалка. Для того, чтобы запустить. Даем 2 лопаты где-то и поджигаем. Докидываю до максимума сейчас. А все, максимум походу. Прячу лопату. Нужно закрыть створки. И теперь едем вперед. Проверяю тормоз сразу. Вот я его отпустил. И теперь получается... Получается. Так, все, есть вроде. Если дудит, значит пар есть какой-то в котле. Можно трогаться вперед. Вот этот звук воды, это нормально. Мне сейчас надо развернуться, наверное, будет, потому что я хочу к станционному офису. Наверное, можно, кстати, воды подлить. Немного. Так, он прошел. Вроде прошел. Так, торможу. Так, теперь задний ход. Этот барабан получается справа. Это вперед-назад. Ну, реверс, грубо говоря. Я тронулся? Да, я тронулся. Он так медленно трогается, кстати. Такое ощущение, что иногда стоит просто на месте. Ну, а когда уже подразгоняется, то нормально встает. Так это все выглядит. Кстати, свело уже. И туман убрался, что мне нравится. Так, сейчас вот тут где-то будет станционный офис. Главное не проехать. Так, теперь мне сюда. И там я не вижу стрелки. Не, стоп, мне не здесь. Мне не здесь надо съехать. А на следующий. А ну-ка, дроссель. Поддать надо немного. Вот, мне за... Вот этими двумя, за треугольником, короче, надо. Чуть быстровато по стрелкам иду. То можно тормозить. Не то. Вот это. Взял я заказ.
Мне интересно, насколько удобно будет на нем маневрировать. Где-то, получается, мне надо просто назад сдать стоит. Как я понял. Что вот это, блин, кстати? По идее, какая-то заслонка должна еще регулироваться тут. Типа воздух есть, нету воздуха. Ничего непонятно, не видно. Меняется что-то, не меняется. Я туда еду. Вроде туда. Мне надо как-то печку наполнить. Сейчас. То у меня печка не этот. Не раздувается. Так, это вот так. А, это колокол. Это сброс пара. Или воды. Так. Так, сейчас медленно будем. Или можно побольше даже поддать. В принципе, по скорости нормально. Вон они, по-моему, вагоны стоят. На фонарь погасить. Основной. Вот так оставить. Можно со стороны, пока вот так катится, можно со стороны посмотреть. Как все проанимировано. Такой вот он. Получается. Я знаю, если кто-то понимает, на какую марку паровоза типа похож. Это уже избыток пара через клапан стравливает. Да, конечно, я вот это вот всегда типа куча подвижных частей. Особенно на колесах. Это все анимировать, конечно, довольно замоисто. Я, если честно, мало понимаю, типа, в анимации, но примерно знаю, как это работает. Да и в реальности такую штуку собрать тоже. Типа, с металла. Так, мне теперь интересно, да, у меня уже 15 в котле. Я останавливаюсь, кстати. Значит, поддать. Мне же интересно, он это все сдвинет или нет. Потому что может не сдвинуть. И тогда будет очень весело. И на меня пар выпускает, мне это не нравится. Чтоб котел не рванул. В принципе, может, по-моему, котел рвануть, я не помню. По-моему, может. Бам! Аж вагоны подвинули. Инерция такая. Так. Так, все, подключил. Я думаю, в жизни вот так они под вагонами не лазят, железнодорожники. Точнее, там, вернее, человек стоит, который это все цепляет. Так, а теперь вопрос. А я, по-моему, не тяну. Или тяну. Так, а ну стоп. Наверное, в самый последний вагон. Опять. А, ну да, я же эти вагоны, по-моему, принес.
И мне их назад теперь тащить. Они тут не просто, короче, так стоят. Это я, наверное, привез. И вот это второй контракт на обратный, типа. Такая порожняк вез до этого. А по-моему, он это не сдвинет, что у меня такое чувство. Так, на этот я на максимум втратил, вот продуть как-то. О. Вот это я, получается, продуваю поршень, получается, чтобы тронуться. Потому что когда разогнался уже вот так, то в принципе не надо уже его продувать. Чуть пар выпустить надо. Я знаю, что через свисток типа пар можно сбрасывать еще. Не знаю, тут она работает или нет. Все равно, кстати, 15. Нет, вот так вот вообще фигово видно. Вот я вижу только вперед эту небольшую область. Так, можно убавить подачу пара в цилиндр. И вот так вот на ходу ехать. Ага, скорость теряет. Все-таки тяжелые эти вагоны для него. Я понимаю. Надо было что-то поменьше брать или порожняк брать. Так, что там в топке? Надо, наверное, подкинуть. Я закрою печку. Так. И вот так. Оп. Все. О, вроде падает. 12 уже почти. Температура почти 1000. Я не знаю, как это при латунном котле. Или каком-то медном, кажется. Входим в поворот. Вон, кстати, видно, как смазыватель работает. А вот тут мне сейчас надо разогнаться будет. Главное, стоять не сойти. Потому что там вроде 40 ограничитель. Она сейчас прикрою краник. Потому что... Да не, меньше 40 иду. Там поворот впереди. Там сейчас знак пройду и надо будет, короче, топить печку. Конкретно. Коптить. Потому что там наверх идет. В гору. Там, кстати, голубой локомотив стоит, который я притащил сюда. Я ж на нем приехал. Все, в принципе, уже можно. Пар спустить. В общем, не смог я на гору заехать. Вот я сейчас откатываюсь назад. Для того, чтобы еще раз взять, получается, вверх. Конечно, длинный состав вообще. Это, ну, реально, я, наверное, заряд взял. Надо было 2 таких цеплять или 3. Или это вообще для этого, для большого тепловоза было. Так, надо подкидывать время. Сейчас надо топить котел конкретно. Так, температура нормально, можно заслонку закрыть. Так, по давлению так же само.
Ой, у меня, оказывается, воды нету в котле уже. Ё-моё. Вот так и подорваться можно. Так. Так. Что я хотел еще? Пока откатываюсь. Все равно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10, 11, 12. Короче, больше десятка вагонов. Мне это интересно. Теоретически вообще он должен бы вытянуть. Знаешь, не знаю, как это типа в ВГС сделано. Но от него на самом деле мощность большая. Блин, температура растет, какое-то давление растет. Так, наверное, надо тормозить уже. Я сейчас еще чуть-чуть откачусь. И можно будет разгоняться еще. Он у меня, получается, почти вышел на какой-то перевал. Там, получается, оно в прямую переходило. И он у меня тупо встал. И ни туда, ни сюда. И назад, главное, не скатывается, и вперед не едет. И все. Как бы. И мне пришлось назад скатываться. Сейчас попробую все-таки больше 40, там уже на повороте, чтобы быть. Разгоняется он очень долго. Как я понял. Так, поездной тормоз. Все колодки зажал. Так, можно отпускать. Так. Теперь проверяю котел. Нормально. Угля, наверное, надо подкинуть. Угу. Тут все нормально. Теперь, получается, закрываю краник с водой. Поднимаю заслонку. Это когда, короче, разгонюсь, оно видно будет. Сейчас лучше опустить. Так, я опять пар выпускаю. И. Что еще хотел сделать? Ладно, вперед. Вперед. И теперь газ до упора. Я тронулся. Далька еще. О, ничего себе, там нормальное давление сейчас в цилиндре. Сейчас мы залезу. Это не то. Сейчас. А, у меня и так включен, походу. Все, можно открывать заслонку. Еще угля. Нормально, нормально. Температура растет. Главное, чтобы давление не переборщить. Угля. Сейчас разгонимся. 1000 градусов. Так, 20 километров в час.
Что-то она как-то неохотно разгоняется. Ух ты, блин! Перегорел. Фу, это неожиданно было. Представляете, я перегорел. Ё-моё. Теплообменник разворотило. Блин, опять долги выплачивать. Ладно. Да я хотя бы разобрался с управлением. Это его так сложило. Ну шо я думаю. В принципе, можно сказать успех. Надо было, короче, не такой тяжелый состав брать. Меньше по весу. Сейчас в станционный офис сбегаю. Ну, такой была 4-я серия Deal Valley. Да, я подорвал паровоз. Но это, в общем-то, мой первый раз, типа, вообще езды на такой технике в этой игре. Если кто-то хочет отдельно видео про тепловоз с ручной коробкой, то пишите в комментариях. А еще, если не хотите пропустить следующее видео, подпишитесь на канал, включите уведомления и поставьте лайк под этим видео.